Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу предложить вам связать спицами красивый топ очень легким узором, как раз для начинающих. Давно подумывала подготовить какую-нибудь летнюю модельку для девочек, которые только учатся вязать. И вот нашла на просторах интернета вот такую картиночку, девочки. Нет описания, я даже не знаю, из журнала это откуда-то или еще. Я не уверена, откуда берется эта картиночка. В общем, здесь лицевая гладь, да, и вот такой узорчик в виде кокетки с переда и со спиночки он одинаково смотрится. Очень простая выкройка, спущенный рукав вы видите, да. Ну, то есть, если бы я была бы начинающей вязальщицей, я бы обязательно обратила внимание на эту модель за ее красоту и простоту. Итак, мои хорошие, давайте сегодня сделаем мастер-класс. Начинаем мы с выбора пряжи, спиц. Рассматриваем с вами схему узора, выкройку, то есть все эти нюансы проговариваем, затем вяжем образец узора, определяем плотность вязания обязательно, и уже исходя из этих цифрок мы с вами начинаем составлять описание. Сегодняшнее описание будет составляться на большую очень категорию размеров, да, то есть начиная от самого маленького 42 и до 56 размера. Вот такой охват размеров будет для нашего описания. Я вам очень подробно постараюсь объяснить, какие петельки откуда у нас взялись. Итак, мои хорошие, давайте начнем с выбора пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания топа я выбрала пряжу Alize Cotton Gold Tweed. Турецкая пряжа, очень хорошего качества, 57% здесь у нас хлопок, 40% акрил и 3% полиэстер. Ну, я так понимаю, это вот эти вкрапления. Как видите, пряжа у нас твидовая, да, такая с вкраплениями цветными, очень эффектная, отличные скруточки, отличного качества. Одно удовольствие из нее вязать, очень комфортно. Спицам я использовала 3,5, девочки. И сейчас показываю вам, как выглядит наш узор. Он выглядит вот таким образом. Здесь связано 3 раппорта в высоту и 3 раппорта в ширину. Как видите, как я и говорила, явно для начинающих. Он очень простой мотивчик ажурный, очень простой. И в то же время не лишен такой изящества, нежности. Цвет очень приятный, девочки, согласитесь. Цвет такой сиреневый. Очень такой насыщенный, красивый цвет, такого какого-то прям летнего настроения, да. Итак, смотрим схему узора. Схема узора выглядит вот таким образом. Здесь у нас получается 10 петель ширина раппорта и 10 рядов высота раппорта. 3 петли добавляются для симметрии справа. Вот вы видите, да? У нас условные обозначения очень простые. Пустая клеточка – это лицевая петля. Здесь данные у нас только лицевые ряды в схеме. Изнаночные ряды вяжутся изнаночными петельками, все до одного. Затем, смотрите, горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Кружочек – это накид. И вот эти значки
2 вместе лицевой с наклоном вправо и зеркально 2 вместе лицевой с наклоном влево. Вот такая простая схема. Все эти рядочки мы с вами подробно свяжем, да, вы поймете, как вязать, потренируемся. Я вам расскажу, как определить плотность, девочки, не пугайтесь, в этом нет ничего сложного. Вот. И затем будем делать расчеты. Расчеты тоже очень простые, нет никаких там каких-то сложностей особых. Дело в том, что простые арифметические действия, подходящие для начальной школы. Умножение там в основном. И складываем циферки, да, и все, вычитание еще. Ну, то есть, действительно элементарно. Итак, давайте смотрим выкройку. Выкройка наша вот таким образом выглядит. Смотрите. Как я и сказала, на много размеров. Получается 8 размеров охватываем с 42 по 56. И смотрите, что у нас с вами по выкройке. Простой силуэт, спущенный рукав, вырез горловины по переду и по спинке. И единственная сложность, которая встретится у вас в вывязывании. Ну, вернее, скажем так, даже не сложность, а то, над чем придется задуматься. Да? Делайте скрин экрана и давайте смотрим дальше. Описание вязания у нас, как всегда, будет выложено под видео. Вот такое описание, которое я составляю. Это инструкция целая. Все ваши действия, последовательность ваших действий здесь изложена подробно. Размерчики я уже озвучивал. 42-44 первый размер, 46-48 второй размер, 50-52 и 54-56. Откуда взялись вот эти петли, я подробно расскажу, как их рассчитать, да, и далее расскажу вам, как распределить узоры по кокетке, да, как раппорты расположить симметрично и красиво, вот, и как закрыть петельки. Вот здесь все описано, почитайте. Здесь очень подробно все рассказано, да. Ну и по сборке. Перед и спинка отличаются друг от друга вырезом горловины, и все. У сборки, значит, необходимо будет сделать обвязку по вырезу горловины. И обвязочка идет по пройме, тоже на круговых спицах, так же, как и по вырезу горловины. Платочную вязку вам рекомендую для планок. В общем, я думаю, что вы знаете, что такое платочная вязка. Платочная вязка – это лицевые петли вяжутся и по лицу, и по изнанке. Вот. И получается платочная вязка. Итак, мои хорошие, приступаем с вами к вязанию нашего образца. Схема, которую мы будем сегодня с вами осваивать, будет у нас совершенно крошечная, маленькая, вот так узенькая, да, всего 10 рядочков и 10 петелечек, раппорт. Для симметрии 3 петли у меня вот здесь прорисованы справа. И я набрала для образца 35 петель. Смотрите, 3 раппорта по 10 петель. 3 петли для симметрии идут справа и 2 кромочные. В сумме это 35 петель. Я связала уже, девочки, вот у меня 3 раппорта узора нашего. И сейчас я покажу вам, как вязать этот узор. Да, вы знаете, как регулировать скорость, да, воспроизведения. Там есть в правом верхнем углу, если вы смотрите на смартфоне, 3 точки вертикальные. Нажимаете на них, и там есть вкладочка «Скорость воспроизведения». Ставите ее на 0,5 или 0,75, и скорость видео станет меньше. А если вы на компьютере смотрите, то то же самое, такая же функция, только под видео размещается внизу, в нижнем правом углу. Итак, показываю вам первый ряд нашего узора после того, как вы набрали 35 петель.
Первый ряд у нас все петли изнаночные. Все до одного. Вот я вяжу, показываю вам. Вы вяжите изнаночные так, как вы привыкли. Я буду вязать так, как я привыкла. На узор это никак не влияет. Все петли вяжем изнаночными. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Связали первый ряд, все петли изнаночные. Теперь переворачиваем вязание. У нас с вами изнаночные ряды будут провязываться изнаночными петлями. Все петли второй, то есть второй, четвертый, шестой, восьмой, десятый ряды, все петли мы будем вязать изнаночными. То есть опять вяжем все петли изнаночным. Это у нас с вами изнаночный ряд. Продолжаем самостоятельно вязать. Итак, у нас с вами третий ряд. Как я вам говорила, 3 петли у нас крайне правые будут для симметрии, и вяжутся они лицевыми петельками. То есть начинаем с вами вязать раппорт узора. И сейчас за раппортом вяжем первые 3 лицевые. 1, 2, 3. Далее начинаем вязать раппорт узора. 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я вяжу бабушкины петли, поэтому я вот так поступаю. За заднюю стеночку у меня вяжутся петельки, я их меняю местами, у меня вторая поверх первой накидывается. И я провязываю их 2 вместе одной лицевой. Делаем накид и далее вяжем 6 лицевых до конца раппорта. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Связали раппорт узора. Второй раппорт также вяжем 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делайте это, если вы классику вяжете, классические петли, то вам это еще проще. За переднюю стеночку вы вяжете. Так, далее делаем накид и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раппорт второй связали. Теперь вяжем третий раппорт. Также 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кромочную вяжем изнаночной петлей. Связали. Переворачиваем. 4-й ряд вяжем все петли изнаночные, в том числе и накиды провязываем тоже изнаночными. Вяжем самостоятельно. 4-й ряд, все петельки изнаночные. Накиды изнаночные. Продолжаем. Так, у нас с вами 5-й ряд вяжем нашей схемы. 3 лицевые для симметрии вяжутся перед раппортом. 1, 2, 3. Начинаем вязать раппорт узора. Первая у нас лицевая, затем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Опять у нас идет лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали второй раппорт.
Третий раппорт также вяжем. Первая лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Кромочную вяжем изнаночные. Переворачиваем наше вязание. 6-й ряд, все петли вяжем изнаночные. Первую кромочную я всегда снимаю и начинаю вязать изнаночные петельки. В том числе и наши накиды тоже провязываем изнаночными. Вяжем самостоятельно до конца ряда. 7-й у нас с вами ряд, девочки. Мы вяжем с вами для симметрии 3 лицевые. 1, 2, 3. И начинаем вязать раппорт узора. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Опять делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Раппорт связали. Вяжем второй раппорт также. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Опять делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. 1, 2, 3. Второй раппорт связали. Теперь вяжем третий раппорт. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Делаем опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И 3 лицевые. 1, 2, 3. Связали третий раппорт. Кромочную вяжем изнаночной петлей, переворачиваем наше вязание и 8-й ряд вяжем все петли изнаночные, в том числе и накиды. То есть я снимаю первую петлю кромочную, а далее вяжу все петли изнаночными. Продолжаю так до конца ряда, в том числе накиды я тоже вяжу изнаночными. 9-й ряд у нас с вами. Опять у нас вяжутся все петли лицевыми. То есть вот у нас начинается 3 петли для симметрии лицевые. И далее вяжем раппорт все до конца, весь ряд, полностью весь раппорт лицевые петли. Самостоятельно вяжем до конца ряда. Девочки, я 10-й ряд показывать не стану, потому что 10-й ряд это все петли вяжутся изнаночные, то есть это наш с вами изнаночный ряд. Вяжем самостоятельно. Итак, мы связали с вами полностью раппорт узора, то есть 10-й ряд я не вязала, он у нас все петли изнаночные, да. Из первого ряда у нас снова повтор узора идет с первого ряда, то есть мы вяжем там все петли изнаночные, ну то есть то, что вот мы с вами уже вязали, то же самое повторять с 1 по 10 ряд. Так, сейчас наша задача сделать с вами влажную тепловую обработку образца. Горячий пар у нас с вами, и мы делаем с вами вот такую влажную обработочку. Вытягиваем наш образец и хорошенько вправо, влево подтягиваем. Так, сделали это все дело. Теперь обращаю ваше внимание на загнутые края. Их тоже надо отпарить, поскольку у нас с вами участвует в нашем расчете кромочные петли. Также распрямляем кромочные.
Так, ну и все. И теперь в таком расправленном состоянии все оставляем сохнуть. Теперь давайте с вами измеряем ширину и высоту образца. Итак, ширина образца. У меня получается, девочки, 17,5 сантиметров. И мы набирали 35 петель, да? 35 делим на 17,5. Это будет ровно 2 петли. Я запишу эту плотность в 1 сантиметре 2 петли. Теперь по вертикали измеряю. Итак, меряю я отсюда 12,5 сантиметров. У меня получается высота. У нас связано с вами 3 раппорта по 10 рядов. То есть это 30 рядов. Мы поделим на 12,5 сантиметров. И получим циферку 2,4. Это плотность по вертикали. И также запишем, что в 1 сантиметре 2,4 ряда. Вот таким образом эти две циферки нам сейчас понадобятся в дальнейших расчетах. Итак, девочки, вот такая выкройка. Очень простая. Спущенный рукавчик у нас здесь используется. Спинка переда отличается лишь вырезом горловины. У переда он, конечно, глубже. Смотрите, будем составлять сегодня с вами писание для размеров 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56. Ширина спинки, соответственно, будет, смотрите, 47,5 сантиметров, 52,5 сантиметров, 57,5 сантиметров, 62,5 сантиметра на наши вышеозвученные размеры. Длина топа на первый размер маленький 55 сантиметров, на второй 57 сантиметров и на следующие два крупных размера 50, 56, да, будет 59 сантиметров. Так, ну и в общем, поскольку здесь все элементарно вяжется, начинаем с планки. Ну, смотрите, у модели я смотрю, планка связана. По-моему, она все-таки связана не платочной вязкой, девочки, а просто изнаночной гладью. Но я предлагаю вам более оптимальный вариант. Обычно обвязку делать платочной вязкой, она очень хорошо смотрится. Поэтому планочку начинаем с платочной вязки, затем переходим на лицевую гладь и до кокетки нашей, то есть до линии проймы. Вот здесь у нас пройма, видите, вяжется лицевая гладь. И затем только мы переходим на наш ажурный вот этот узор. То есть высота проймы как раз и есть высота нашего вот этого ажурного узора. Так, что еще? Теперь нас интересует количество петель и как расположить этот самый ажурный узор. С лицевой гладью тут все понятно, а вот ажурный узор здесь нужно посчитать. Итак, девочки, у нас с вами была плотность расчетная. Мы с вами знаем, что в 1 сантиметре у нас умещается 2 петли. Соответственно, мы умножаем все наши сантиметры на 2. То есть 47,5 умножить на 2, это будет 95 петель. Далее также я посчитала, умножив все эти числа на 2, получилось 105, 115, 125 петель. Вот раппорт узора, вы знаете, у нас 10 петель в ширину и 3 петли для симметрии. Соответственно, уже легко можно сориентироваться, как же располагаются здесь узоры. Да? 9 раппортов мы делаем с вами по 10 петель плюс. Давайте я нарисую схематично, чтобы, может быть, кто-то не понял. Смотрите, представьте, что это ваш наборный ряд. 9 раппортов у нас с вами идут. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. 9 раппортов, в каждом 10 петель. И 3 петли у нас с вами, как мы вязали в образце, идут 3 лицевые петли для симметрии крайне правой, ну и соответственно кромочные петли справа и слева. В сумме это 95 петель.
Далее тоже легко считается на второй размер 10 раппортов, которые располагаются также и для симметрии 3 петли. Справа идут лицевые. Да? Для третьего размера то же самое, только 11 раппортов, и для четвертого размера 12 раппортов по 10 петель, 3 петли для симметрии и кромочные. Вот так я вам планирую в описании расположить узоры. Теперь, что касается вертикальной плотности. Хотела бы на этом заострить внимание. Посмотрите внимательно. У нас здесь стоят мерки длины. Да? И вот эту вот длину мы с вами определили вертикальную плотность не случайно. Дело в том, что после стирки каждая или от парки, да, когда мы паром, вытягивается полотно наше и становится более длинное. Я об этом всегда неустанно говорю. И поэтому мы заранее, девочки, технология вязания включила в себя вот это действие. В 1 сантиметре, господи, уже мухи появились, вот лето наступило. В 1 сантиметре у нас с вами плотность 2,4 ряда умещается. Поэтому, девочки, любой вертикальный наш с вами параметр на выкройке надо переводить в ряды, вязать по рядам, а не по сантиметрам меряя. Смотрите, значит, от планки, которая у нас будет 4 сантиметра по низу идти, мы с вами до проймы, вот у меня стоит размер 33 сантиметра, да? То есть я буду знать, что от планки до начала ажурного узора у меня 33 сантиметра, которые я должна перевести в ряды. То есть 33 сантиметра я умножаю на нашу вертикальную плотность 2,4. И получаю, девочки, 80 рядов. Ну, а здесь округляется всегда в сторону четного числа. То есть 80 рядов у нас с вами мы должны связать лицевой гладью. И далее мы переходим на вязание ажурного узора. Да? То есть здесь очень легко как бы вот это все параметры просчитать. Да? Просчитать. Пожалуйста, вяжите, не забывая про вертикальную плотность. Делайте, не ленитесь, считайте. Иначе после того, как постираете, ваш топ может превратиться, например, в тунику. Что, ну, кому-то, может быть, это и будет нормально, а кому-то кто-то опечалится, огорчится. В общем, вот такой вот момент я заостряю внимание. Теперь давайте с вами заострим внимание, сколько у нас петелечек на вырез горловины и плечо остается. Да? Смотрите, значит, по выкройке у нас стоит мерочка 11, 11, 12, ну и здесь 12 на 4 размер тоже. То есть это половинчатые размеры. Мы берем сразу 22 сантиметра и 24 сантиметра. То есть 22 сантиметра я умножаю также на нашу плотность по горизонтали 2 и получаю 44 петли. Но поскольку у нас с вами в наборном ряду участвует нечетное количество петель, 95, я возьму сразу 45 петель. То есть тоже должно быть нечетное, чтобы затем равное количество петель досталось плечам. Вот, поэтому я взяла 45 на первые 2 размера, 47 на следующие 2 размера у меня получилось так. Ну и все, что осталось, пошло на плечи. Ну, плечи тоже легко посчитать. Из 95 отнять 45, получается, устно считаем 50. И 50 поделить на 2 плеча, на каждое плечо 25 петель. Согласны, да? И также я посчитала на другие размеры. Все это будет описание выложено под видео. Я думаю, что вы все это прочитаете. Там очень подробно, последовательно написано все это дело. Как закрыть петли по вырезу горловины, я тоже подробно там пишу. Закрываются средние петли, затем у нас закрывается последовательно каждая половиночка петель для скругления. Вот, поэтому все там есть, не пугайтесь. Я вот здесь даже расписала, вот 25 средних закрываем петель по переду, затем один раз 3 петли, затем в каждом втором ряду, это вот эти убавки идут. Затем в следующем лицевом ряду закрываем 2 раза по 2 петли и в следующем еще 3 раза по 1 петле закрываем петли у переда так же, как у спинки, на одной и той же высоте, соответственно.
Я думаю, что мои объяснения более-менее понятны, тем более вам в помощь будет целое описание, выложенное под видео. Читайте, девочки, изучайте и вяжите. Я думаю, что это реально тот самый топ, который, если бы я была начинающая вязальщица, я бы взялась бы вязать, потому что он простой, очень симпатичный и, в общем-то, выглядит довольно мило и элегантно. Давайте до новых встреч и желаю вам удачи!